Здравствуйте всем, дорогие друзья! Как всегда, с вами Рен Аннет и... заканчивая практически Horizon, да, я вот вам тут пообещала, что подготовлю я, да, все, что вот там, то, что нам нужно было понаоткрывать, то, чтобы подсобирать. В общем, сейчас я все это вам покажу, расскажу, в курс дела введу, чтобы, так сказать, вы понимали, что вообще происходит. Ну, а вообще, боже, вот сколько? Часов 40 мы, наверное, уже наиграли в нее. Найдете на канале. Рекомендую посмотреть. Игра вот просто... Вот. Я все сказала. Ладно, приятного тебе просмотра. Напиток богов — это холодный... А мне нельзя квас. Это только воду можно. И чай. И то не горячий. Квас! Подожди, а когда его... Нет, я его в прошлом году пила. Все, а сейчас мне уже... Сейчас мне уже нельзя. Так. Значит, смотрите, давайте я вам, наверное, сразу открою карту. Это мы все с вами сделали. Короче, пробежалась вообще по максимуму. В основном, знаете, вот эти вот поселения понаоткрывать. Собственно, вот, открылся холл матери. Тут 2 задания есть. Здесь ничего у нас нету, я ничего здесь не нашла. И вот здесь вот еще один. Я, прикинь, короче, вчера вот здесь вот пробегаю, ну, чтобы вот это вот место открыть. Я, короче, пробегаю, на меня эти дуголобы напали, перед тем, как они пошли на меня, потому что там я сначала с рыскарями закусилась. Я, короче, стою и слышу вдалеке: «Помогите». Я такая: чего? Включаю визор, нет никого рядом. Я такая: подожди, может, мне послышалось? Может, это шиза пришла или чё? Короче, я не поняла, возможно, это вот отсюда, возможно, шел зов о помощи. Не знаю, посмотрим. Значит, уже касаемо Меридиана. Я единственное только не открыла вот все костры, но здесь я не знаю, насколько они прям, ну, нужны, потому что здесь просто зона обитания этих. Кстати, вот здесь, если что, 2 громозела. Ну, так, чтобы вы просто знали. Мне было вчера тут очень весело. Тут просто цветочек лежал. Я не знаю, насколько они нужны, типа, просто чтобы вот в эти зоны обитания пойти. Ну, хз. Значит, точки обзора, соответственно, я все это оставила. Зараженная зона здесь вот одна. Только она у меня как задание не открылась, по-моему. И все. По-моему, больше ничего я нигде не видела. Ну, вам судить, насколько это максимально открытая карта. Может быть, можно было и по всему вот этому пробежаться, но... Я сделала, так сказать, что было, по крайней мере, в моих силах, потому что чисто физически это трудно. Значит, касаемо инвентаря. Я купила этот нитемет. 402 урона, но это добрый вечер. 80 огня и 80 электричества, но это больше, чем в праще. Тут всего 37 и тут 35. Здесь уже оно сразу 80 идет, но я упоролась все-таки вот в это. Со скольки? С 2, что ли? С 2 или с 3 этих растяжек. Ну, как минимум, пилозуб или лиходея отлетает. Пилозуб уж точно. Вот это вот я только забыла что-то продать, я его оставила. Сундуки ничего. Модификации в основном я все продала, меня все устраивает. Да я его... Наверное, его даже разберу. По ресурсам сердце бизона у меня осталось, чтобы купить... там еще один лук, по-моему, боевой лук он называется. Вот еще одно сердечко, и в целом, если сегодня наберем, то можно будет купить. Значит, в навыках, по-моему, я ничего не прокачивала, могу ошибаться. Нет, по-моему, ничего. Вот это вот мы вместе с вами все сделали. Больше я ничего не трогала. Самое интересное, это знаешь что? Коллекционные предметы, собственно, вот. Стоять, куда? Собственно, вот оно все есть, точки обзора, соответственно, мы все это с вами откроем, как бы... Вот. Получите и распишитесь, как говорится. И вот в носителях данных, слушайте, мы здесь собрали все, вот кроме одного какого-то.
Я не знаю, где что остальное может быть. Может быть, где-то потеряли, знаешь, каких-нибудь... ну, где мы ходили, где мы еще топливный элемент с вами искали, короче, куда больше вообще не попасть. Вот он, к сожалению, один-единственный остался. Голосовые здесь 3 штуки. О заданиях что-то тоже тут понемногу. А вот информация о мире у нас, в принципе, практически-то и не собрана. Где это искать? Но это, по-моему, именно то, что мы собираем, когда мы по этой... по миру бегаем. Но, в общем, как-то прям вообще, вот это вот очень грустно. Здесь, соответственно, у нас все... Куда? Блин, вот это вот прям неудобно, то, что оно сразу так открывается. Лучше бы по клику сделали. Глифы, ну, что-то 50 на 50, но это уже идет, соответственно, DLC-шка. Попробуем хотя бы здесь собрать, но вот за вот это больше всего обидно. Честно тебе говорю, вот все собрано, прикинь, вот сколько аудиозаписей, и вот одного единственного не хватает. Это очень жаль. Поэтому, чтобы больше особо не глаголить, потому что наговорила, я думаю, достаточно много, я предлагаю пойти вот эти 3 задания забрать. Больше я ничего не видела. Их выполнить. Говорить с смотрителем не хочу. И нам, кстати, вот здесь вот еще надо отнести трофеи. Тоже пошел этим путем. Тимет со взрывными нитями. Бесценно. Это просто забей. Я вчера, когда его затестила... Ну, мы сегодня его еще... да. Достанем. Единственное, только я могу сейчас ошибаться. Могу ошибаться. Нам, кстати, надо за цветки, за фигурки, надо сбегать это все купить. По поводу... Да, немножечко у меня тут с проводами проблемно. Самую малость. Но пойдет. Я думаю, пойдет. Все тогда, пойдем забираем. Надо попробовать... Нет, за сегодня мы это точно закроем. Не за серию, а за стрим. В смысле? Ля какая? Это ты, избранная. Да не избранная. Ну да, только давай без церемоний. Аж меня уже Твой. бесит. Ему очень больно. Да. Он скоро умрет. Тут ничего не поделать. Я видела, как умирают. Но не в таких мучениях. Я хочу быть сильной, как ты, но... Я не могу ему помочь. У меня даже нет сонной ивы, чтобы унять боль. Сонная ива была в тайниках на восточных тропах. Но я не могу оставить его. А может, ты сходишь вместо меня? Ему бы чуточку ивы, и стало бы легче. Я сделаю, что смогу. Благодарю тебя. Если будет возможность, я поищу сонную иву. Правда? Спасибо. Надо хоть как-то помочь этому воину. Что-то вот эти вот... два раза, по сути, было сказано, что я тебе помогу, и 2 раза была благодарность. Это немножечко странно, но окей. Так, и вот здесь давай второго заберем. Ля! Услышь. Ты Элой, не, показался. та, что вернулась в утробу Великой Матери. Говорить Подобного с тобой чувака большая видели. честь. Давай без этих церемоний. О ком ты молился? О моей сестре Накое. Она пошла на север искать Карха по имени Заид. Он водил красные набеги. Я волнуюсь. Знакомое имя, правда? Заид. Кто не понял, это из Mass Effect. И что же, матриархи Кстати, тоже его разрешили проходили. Накою уйти? Нет, ей отказали. Но Накою ничто не могло остановить. Он... Этот Заид, он зарезал нашего отца. У Накои на глазах. Пока она пряталась в погребе, и она... изменилась. Подожди, Накоя. Я просто сначала почему-то подумала, что имя Накой. Ну, прикинь, назвать Накой. Накой. В пору набегов я была в изгнании. Тяжело вам пришлось? 10 лет Карха нападали без предупреждения. Такие, как Заид, убивали воинов и уводили людей, чтобы принести в жертву.
Но потом их безумный король умер. Матриархи говорят, его сын хочет все исправить. Но на кое этого мало. Что же с ней не пошел? Покинуть священную землю и сгинуть из вечной памяти матери? Нет. Я и на кое умолял остаться, чтобы избежать этой участи. Но она ушла все равно. Не знаю. Неужто она будет проклята за то, что мстит за отца? Это так жестоко. Как-то, да, неправильно как будто. Я ее поищу. Благослови тебя, мать. Матриархи уже не разрешат ей вернуться, но я просто хочу знать, что она жива. Она прошла через венец матери. Там живет тетя Салай. Расспроси ее. Может, они виделись? Но вот это подзатянется задание. Чуть-чуть она подзатянется. А, ну все как побочка, да? Давай вот эту вот тему возьмем. Я думаю, да. Подожди, а насколько? А, ну прям близко. А, ну 200 и 400. Пойдет. Пойдет. Блин, я посмеюсь, если это, в принципе, вот эти два и еще одно нам задание забрать и типа все. Ну сколько мы так побочек выполняли? Хотя вряд ли все, потому что какие-то задания мы получали не вот в этих всяких. Что это было? Звук как этот. Когда двери-то вот эти вот, ручки-то эти как поворачивались. Странно. Так вот, какие-то задания мы с вами находили вот так вот по пути, типа по дороге идешь, а кому-то там что-то помочь надо. Отстань. Вот единственный... Но это не минус, это просто... Как, убранная приколюха. То, что у нас скрытость повысилась. То есть так нас хоть не было видно. Ну, на прошлой броне. А теперь вот... Давай, не надо. Говорил уже не надо. Ты взял, да и пошел. Просто не попадайся ему в глаза. Это, наверное, единственный такой вот. Подожди, правда, а чё мы побежали? Можно было же просто взять и поэтому метнуться через костер. Ну уж ладно. Оп, стоять. Мясо! Наверху должен быть тайник с сонной ивой. Сейчас возьмем, подожди. Мясо пробежало. Сочное. Вот костистое, кстати, я думаю, можно бы и... Вот продать бы немного. Не, погоди. На гору надо лезть. Вот продать, потому что оно, в принципе, постоянно после каждого этого появляется. Подожди, неужели с этой стороны залезть можно было? Твою мать, я потерялась. А, не, вот. А, вот вижу. Кстати, неплохо так притаили. А, вот еще бы. На эту броню еще и инвиз слоты. Было бы 400. Ну... Блин, ну по факту, да. Не, ну было бы прикольно. Было бы прикольно на самом деле. Но да, есть такая броня. Тут нет сонной ивы. Только осколки. Хреново. Есть же такая броня, нам еще Сайленс такую же, помню, давал. Подожди, мне впадло бежать. Придется бежать. Которая действует на территории Карха или Карха Тьмы, я почему-то не помню, если честно. А меня взяла зачем-то. Делаю запасы.
Еще у нас какая-то броня, по-моему, лежит. Да, у меня сейчас флешбеки про это. Как мы здесь... это же первое охотничье угодье, куда мы пошли. У меня прям флешбеки, когда было, ни хрена непонятно, что делать. И я не буду их выполнять. Что хотите, мне говорите. Я этим заниматься не буду. У меня жопа сгорит. Ага, так, вижу, вот теперь... Тайник-то тайник, а ты сюда залезешь? Мне сюда не залезешь. В смысле, подожди, а почему? Может, с разбегу попробовать? Может, так она запрыгнет? Но... Кстати, я вчера подзадумалась. Помните, когда у нас идет вот прыжок в слоумо? Когда там большой... Странно. В смысле? Как будто кто-то забрал всю сонную иву, а вместо нее подложил осколки. Что-то есть такое. Когда на больших расстояниях, короче, перепрыгиваешь и в замедлении идет. Я вот что-то все думала, чего-то не хватает. Вроде как сделано прикольно, но вот чувство было, что чего-то не хватает. Можно было бы добавить кнопку. Я не знаю, там пробел нажать. Короче, любую. Чтобы зацепиться. А если не цепляешься, то, короче, падаешь. Вот это было бы поинтереснее, мне кажется. Вернулась? Я уже обыскала тайники. Нашла лишь осколки. Как странно. Кто забрал сонную иву? А я-то откуда знаю? Может, у Яны еще найдется? Спроси у него. Только путь не близкий. Ладно. Я сделаю, что смогу. Благодарю тебя. Я пойду. Прощай. Какой-то обрывчатый диалог получился, ну да ладно. Да ладно. Кстати, возможно, здесь еще костер откроется. Мы же там не проходили. Просто, блин, я не знаю, насколько надо быть прям задротом, чтобы вообще полностью зачистить всю карту. То есть прям все облазить, открыть все костры. Есть у меня такое предположение, что где-то все-таки еще есть какие-нибудь побочные задания, которые нужно именно вот так вот по пути собирать. Почему-то у меня есть такая мысль. Но... По крайней мере, по максималочке все равно какой-никакой, я думаю, мы идем. И тем более играем на хардкоре, поэтому... Я думаю, это достойно. Король, привет. Привет с Питера. О, питерским тоже привет. Я смотрела, у вас сегодня что-то там вообще беда какая-то с погодой. Я аж офигела. Хотя у нас на завтра тоже передает. Поаккуратнее там. У кого сейчас тоже жара или какие-нибудь там ливни, поосторожнее будьте. Не есть гуд в такую погоду. Реально, смотри, костер открылся. Сейчас наладилось время. Ну и хорошо. Это хорошо. Давай, лезь. Не-не-не, жарище, это вообще чокнешься. Я вон окно чуть-чуть прям приоткрыла. Дай-ка вот так вот сделаем. Чуть-чуть окошечко приоткрыла, чтобы это, хоть какой-то кислород был. А так его открывать это только когда стемнеет. Помогите! Меня заперли! Тут тебя запер. Ща я дверь вышибу. Ща все будет. На помощь! Да иду, не ори. Кто-нибудь! Где тебя заперли? Нахрена две двери-то делать? Проходил обе части. Вы слышите? Да слышу я, не ори. Не, она Хвала великой вообще... матери! Думал, там так и останусь. Она мега Что крутая. такое? Шайка изгоев, вот что! Ворвались, украли сонную иву, а меня бросили. Шайка изгоев? А ну-ка. Да, шайка!
Дверь выбили! Я ничего не мог сделать! Забрали сонную Иву, а меня бросили умирать! Зачем изгоям красть сонную иву? Ну как же! Это ведь самое ценное из моих трав! Варьё поганое! Что еще взяли? Нет, ничего, я уверен. Они хотят сбыть ее чужакам. Им нужна пожива, и они готовы на все. Барык. Куда пошли эти изгои? Я думаю, на гору. Может, ты еще догонишь. Пусть их изнеможденный вид тебя не обманывает. Они тебя убьют без колебаний. А, Мне надо перевести у дух. кого? Для начала перестань болтать. У нас на работе война из-за кондея началась. Кому дует, кому жарко. Не-не-не. Вот это вот кому дует, кому жарко. Это знаешь, что вот же? Вот сейчас жиза Изгои будет. должны Так. оставить следы. Это знаешь Призрак какая жиза? обнаружит. Когда едешь, короче, в маршрутке или в автобусе, ну, в основном сейчас, да, там в автобусах, по крайней мере, кондеи работают, но, допустим, кондея нет. И, короче, окошечко приоткрываешь, а жара, да, вот это вот, едешь, народу много, все стоят уже, просто все друг друга понимают и готовы там, я не знаю, полечь. Короче, окошечко приоткрываешь, а с конца автобуса бабуля орёт: «Закройте, мне дует!» И все такие... Вот это же, да. Давно стримишь? Да у нас вот каналу год недавно был. Тут недавно был кто-то. И явно спешил. Зачем так громко говорить там? 16 числа вот у нас годик стукнул уже. Так что сидим, кайфуем. Быстро, кстати, путь нашла. Вообще моментально. На рандомичек, короче, туда посмотрел, их следы оказались. Помоги! О, сейчас, смотри, поехали. Стреляй еще! А кто это у нас тут? Стрелы кончились! Это те изгои, что забрали сонную иву. Тихо, 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 тихо. Сейчас я тебе. И все. Меня часто просили закрывать, я просто высокий. Ну-ка, разберись-ка там, пожалуйста, с этими. А вы сюда идите. Да, рыскарем на пилозубы идти. Ну да, ну да. Всё. Давайте, только рыпнитесь. Он сразу к вам подойдет. А ну-ка сюда. Все трое. А в смысле? Я не хочу его бить. Да смотри, какой он хороший. Уничтожьте машину. Ты смотрел, какой лапочка? Так, как хочется погладить его. Нечестно. Сколько котлов прошло? Раньше так на канале-то есть, но все. Ну, один остался, который с DLC, мы его еще не трогали. Я не хочу его бить. Подожди. Фигней маюсь на самом деле. Дай сюда. Ну ты посмотри на него. Я, в принципе, знаешь, что, наверное, вот так сейчас и сделаю, и я вам покажу, как это работает. Ну вот, 4 накинула. Убей ее! Не хочу! Хвала матери! Отлично! Давай, давай, иди сюда. Четыре штуки. Пусть делает больно. Не, этот вообще пусть больно не делает. Вот другой один может. Сюжетка нет еще. Если благодарность Мы изгоев к для финалу тебя хоть что-то готовимся. значит. Значит, Ты даже готова говорить с изгоями? меня изгнали сразу после рождения. Законы племени мне не указ. Так это ты, та, что росла без матери. Но ты больше не изгой. Нет. Теперь я искатель. Ищу сонную иву.
Сейчас отвечу на все остальное. Вот так незадача. Ага. Это самое. Там прям финал у нас уже где-то процентов 70 пройдено. И мы решили, что перед финалом мы вообще все закроем. Просто вот все, что осталось, там все сайды найти, эти всякие реликвии, там типа цветы, фигурки, все вот это закрыли. И вот сейчас остатки добиваем. Посмотрим, если сегодня время хватит, может даже сюжетка пойдет. Алексей, это я уже ответила. Все, больше я на все остальное, по-моему, тоже уже ответила. Зачем вы ее украли? Потому что у нас раненые. Зачем еще она нам? С нашим племенем творится что-то страшное. Воины нас больше не защищают. Машины разъярились, и по священной земле безнаказанно шастают разбойники. Почему изгои в нарушении обычая стали держаться вместе? У нас просто не было выбора. И все равно мы не воровали. Клали в тайники осколки, и Яну бы заплатили. Но он, конечно, и слушать нас не стал. А за какие проступки вас изгнали? Я побил Ну-ка. человека, укравшего у меня добычу. Кто своровал, кто нарушил обычаи, кто бродил среди костей Железного мира. Убийц среди нас нет, если ты об этом. Говорят, Яна побили? Да он сразу в угол забился, глаза зажмурил. Он просто трус. Мы его и не трогали, только он и не заметил. Но у нас наоборот как-то пошло такое, то, что мы зачищаем все, что можно. Да, это долго, это может уже начать надоедать, но, не знаю, вот с Horizon так вообще не получилось. Наоборот, только что-то с удовольствием Говорят, Яна бегаем, побили? все это Да он сразу чистим. в угол забился, глаза зажмурил. Он просто трус. Мы его и не трогали, только он и не заметил. Что же это было сказано? Ладно. Сейчас DLC к Ведьмаку прохожу. Какое из? Сонная Ива нужна и другим. Отдайте часть. Ты просишь или требуешь? И я говорю, как человек с человеком. Что ж, нам так много и не надо. Просто мы здорово перепугались. Вот и сгребли все. Держи. Я заберу себе одно зелье. Остальное отдайте кому нужнее. Так и сделаю. А вы пока лучше вернитесь в сердце матери. Там все переменилось. Скажите вы от меня. Думаешь, нас не прогонят? Значит, перемены серьезные. Хорошо. Мы подумаем. Удачи. Берегите себя. А ребята-то нормальные оказались. Белозуба-то за что? Ну, какая прелесть-то, а? Каменное сердце прошел. Кровь и вино ночного. О. Ты кайфанешь. Я тебе отвечаю, кайфанешь. Вот. Хотя мнение разделилось, кому кровь и вино больше заходит, кому каменные сердца. Особо говорить ничего не буду, я проходила еще, когда в Шараге училась. Подожди. С этим же, все, я вспомнила. Это в 19... Короче, перед ковидом это было. Опа. Ящички. Вот сундучок азартный игрок. 100% шляпа будет там. Вот сонная Ива. Отнеси ее Фии в холм матери. Пусть облегчит страдания раненых воинов. Хорошо. Скажи, что стало с изгоями? Надеюсь, ты покарала этих мерзавцев? Спелись, надо же. Разговаривают друг с другом. И с нами. Ты ведь никого не пощадила? Ты что, не знаешь, кто я? А кто ты? Я выросла изгоем в горах над сердцем матери. Безродная девчонка. Если бы я знал, что это ты, я бы и рта не раскрыл. Ты охренел? Забавно, что ты так ненавидишь изгоев. А сам живешь вдали от всех в одиночестве. Мне и одному вполне хорошо. Ну и славно, ведь никто тут не горит желанием постучаться к тебе в дверь.
И не Кроме запереть изгоя, тебя. в котором нужна сонная ива. Все, хватит. Все, хватит. Сонная Все, хватит. Отнеси эту сонную иву, Фия. Вот странно сейчас переход Не был. то вернусь. Понял, нет. О. Первое DLC понравилось, но оно быстрое. Но оно поменьше. Оно прям реально поменьше. Но я думаю, если тебе каменные сердца понравились, я больше чем уверена, что тебе понравится кровь и вино. Я так частями помню там некоторые моменты. Но в целом, но мы будем еще проходить. Так что чуть-чуть просто попозже, но будем. Я Вот прям... смотри. Где-то тут должна быть Салай. Подожди. Где-то там. Наверное. Вот она. Здрасте, тетя. Нифига себе, тетя. Ты Какая красивая. избранная. Да, ты можешь рассказать мне про Накою? Я собрала ей припасы в дорогу. Она пошла на север к Солнечной башне. Что можешь рассказать про Солнечную башню? Это форт Карха, на самой границе. Эти сволочи держали там пленных перед отправкой в Меридиан на бойню. Я просила Накою не ходить. Что она одна могла сделать? Голос персонажа без- знакомый. На уме у нее был только Заид. Очень знакомая озвучка персонажа, не помню, Что ты знаешь о Заиде? из какого Он фильма. бешеный зверь, убийца. Худший из палачей Карха. Безжалостно убил моего брата на глазах у бедной Накои. Я умоляла ее не ходить. Но не от чистого сердца. Я хочу, чтобы она его убила. Ты не представляешь. Он изувечил моего брата и до сих пор гуляет на свободе. Я понимаю. Хорошо понимаю. С Дивергента. Может быть, давно его не смотрела. Как доберусь до их форта, поищу Накою. Она не вернется. Матриархи не позволят. Но я буду тебе признательна, если ты найдешь ее и поможешь ей. Пожалуйста, только никому не говори. Не скажу. Я Обещаю. не буду, все нормально. Недавно купил книжку про Ведьмака большую за... Ну, кстати, нормально так по ценнику. Ну, приятного чтения тебе тогда. Я как-то хотел себе купить. А, кстати, по-моему, я вчера... Аж рассвета зон... Нет. По-моему, я вот здесь вот вчера пробегала, вот эту вот часть открыла. Это, по-моему, у нас уже было открыто. По-моему, да. Так и не добрался до третьего Ведьмака. Первого в свое время дважды проходил. Может, все-таки доберусь до него когда-нибудь. Очень советую. Я прям рекомендую. Ты должен знать, проходила ли тут Накоя. Но она долгая. Она прям долгая. Я ее полгода проходила. Так. Подожди, а здесь просто... Выбирай товары, я дам хорошую цену. Нигде не найдешь товаров лучше. Подожди, а не с этими ли надо поговорить? Опа, ящичек. Припрятали. О! Еще один носитель данных. И где? Вот хреново то, что они... Вот я сейчас нажала Enter, и то, что сама вот эта запись не открылась. А, это глиф вообще. Так. Опасения касательно помешательства машин приняты во внимание. Много раз успели сменить времена года с тех пор, как впервые проявилось это страшное преображение. Однако то, что раньше видели лишь пограничные патрули и экспедиция Дома охотников, теперь можем наблюдать все мы. Достаточно взглянуть на брошенные поместья в Алмазе, ваше поместье или на опустевшие дома простых карх. Короче, они по поводу этих самых, по поводу зараженных машин. А мы их не боимся.
Анатолий, здравствуй. И вам тоже всем приятного времяпровождения на нашем замечательном стриме. Да. Спасибо большое, располагайся. Подожди, вот эти вот подсвечиваются. Я помню, мы с этими ребятами как-то разговаривали. А что это? А, это точка сохранения. С тобой или не с тобой? Я помню, мы с ними разговаривали, когда только в Меридиан шли. Потрепанный, но живой. Речь зашла о тебе, а он смутился. С чего бы? Не знаю. Он очень хороший певец. Но это просто возмутительная ложь. Ладно, у него узнаю. О! А чё у нас здесь не спрошено? Чё спрашиваю? Вы сказали с Накоей, что-то случилось? Стой, Нора. Да, случилось. Покушение. Поговори с префектом Заидом. Найдешь его рядом с главной башней наверху. Стойте. Заид здесь? Здесь. Я знаю, какие о нем слухи. Но он клянется, что его с кем-то спутали. Если он и виноват, доказательств нет. А к Накое он проявил удивительное снисхождение. Поговори с ним. Может, он что подскажет. Только держи себя в руках. Это интересно. Мне пора. Узнаешь, что о моих пропавших, сообщи. А ну-ка-ка. Подожди, хотите сказать, здесь не все так просто? Вы Заид. А ты из Нора. Судя по тону, ты обо мне слыхала. Ну, мне кажется, Позволь, все я о тебе объясню. слыхали. В вашем племени обо мне ходят жуткие байки. Только вы спутали меня с кем-то другим. Уж не знаю, как так вышло, но туман войны часто порождает путаницу. Кто-то упорствует в своем заблуждении, как та Нора, что недавно была здесь до тебя. Нора, что была здесь до меня? Вы про Накою? Так ее зовут? Что ж, с ней получилось очень нехорошо. Эта девица напала на меня. Если б не один из моих бойцов, кончиться могло плохо. Но мы сумели ее обезоружить без вреда. Ага, и Что с ней посадили за сделали? решетку. Отпустили, конечно. Девочка полагала, что я виновен в каких-то ужасных злодеяниях. В каком-то смысле ее действия были оправданы. Я указал ей на ошибку и отослал прочь. Но, кажется, она не поверила. И где она теперь? Я точно не знаю. Уходя, она кричала, что все равно до меня доберется. Но потом пришло донесение из одинокой скалы. Некую девушку похитили разбойники. Может, ее. Может Так вы быть. отрицаете, что участвовали в набегах? Нет, не отрицаю. Я участвовал в боевых операциях, но моя роль была весьма скромна. Все Например. это вздор про пытки и убийства. Я тут ни при чем. Меня спутали с кем-то другим. Некоторые из наших и правда наворотили. Но король Солнца Авад сделал все, чтобы искоренить злодейство. Вы и правда постарались помочь, префект Заид. Я всегда рад. Король Солнца хочет наладить отношения. Я всего лишь преданный слуга. Я пойду в одинокую скалу и все выясню. Будьте уверены. Пожалуйста. И если тебе не будут оказывать содействие, прошу, сообщи мне. Я не знаю почему, но я ему верю. Так. Вот. Нет, подожди, это не то место. Помните? Вот оно. Помните, мы сюда как-то с вами заходили? Тут, короче, чувак был запертый. А как дверь открыть, было непонятно. У нас, кстати, еще в инвентаре с вами 5 каких-то ключей. В котле мы с вами нашли. Надо вот сюда вот сгонять, может быть, тем ключиком можно открыть. А вот это почему? Вот это место я что-то не помню. При том, что оно открытое, здесь открыты костры. Сейчас посмотрим. Интересно, но я почему-то этому Заиду верю. Есть у меня что-то такое впечатление.
Блин, я не помню вот эту постройку. Стоп, или она дальше? Нет, это она и есть. А вот и одинокая скала. Если это западня, надо действовать по-тихому. Мы умеем по-тихому. Самые тихие на Диком Западе. Выглядит как обычная застава. Надо тут осмотреться. Стоп, мы просто здесь, я помню, Мне так пробегали. скучно. Уже наскучило скучать. А мне наскучил твой трёп про скуку. Пацаны просто Конечно, стоят. Дай жалобы на мою скуку. Я жаловался не на то, что тебе... Стой, чужачка! Что ты здесь делаешь? Мимо прохожу. Префект Заид сказал, тут разбойники похитили девушку. Знаешь, где их искать? А, Заид тебе сказал? Хм. Никаких разбойников тут нет. А подружку свою сейчас отыщешь. Нам Это они и новенькую есть. прислали, ребята. Ну-ка, скрутите ее и свяжите. Это они и есть. Ко мне, кретины! Давай, давай. Ты уверен? Ай, блин! Да ты стой! На тебе по хребтине. Ладно, посмотрим, что Заид тут прячет. Против такого копья. Не, можно было ответить, конечно, что я иду по своим делам, но... Нам нужен хлеб и Не зрелище. только цепи, кандалы. Они куда-то перегоняли пленников. А вот забавно, а пока задания этого не было, мы просто, ну, тогда прошли мимо. Или я в оффлайне здесь пробегала, когда тоже охотой занималась, не помню. Погнали. А, ну хотя и так, в принципе, видно тележку. Но вот я не помню, чтобы вот эти вот следы были. А, это, о, господи, бегун стоит. Я аж не поняла, что за... Кто это вообще? У меня такое предположение, что все-таки нужно задание, чтобы вот в том вот... А, подожди, это мы же сюда сейчас и придем. Мне кажется, мы сейчас в то здание-то и придем с вами. А там как раз пленник. Возьму дорогу. Это оно и есть. Он, ну видишь, до конца идет. Ворота закрыты? Ворота закрыты, не прогрузилась. А вон стена рядышком. Следы ведут к той постройке. Может, на кое Погнали. внутри? Конечно, интересно это сделано. Да-да-да, и вот они стоят. В яве сидит, такая стройненькая. Слюни подбери. Заид сказал, Сейчас, подожди. товар не портить, а то много не дадут. Главное, Вот, и у них Похоже, на кое разговорчики держит пошли. здесь. И мне придется перебить этих охранников. Раз. Два. А кто? А нет меня. А нет меня. А я в домике. А я в домике, я спряталась. Давай, подходи. Давай, дружочек. Ух ты, блин, как ты меня заметил-то? Дэймон, привет. Как один раз сказали, за дикими холодильниками. Нет, по-тихому вы не хотите, да?
Они вообще меня увидели. Да, прикинь. Вот такая я невидимая. Спокойно. Вот это вот тупо. Типа, где он вообще? В чем застрял? Вот. Перепленника слышно. А, все, стрела пропала. Получается, мы сюда как-то один раз раньше времени зашли. Ну да ладно. Ключик. Этому найдется применение. Судя по всему, тот самый. Так, а подожди, а где еще? Вон чувак лежит. А, и все, да? И отсюда они все спустились. Так, дай сюда. Так, а вот теперь дверь. А дверь, по-моему, она одна здесь. А, смотри, а закрыто было. А было закрыто здесь, я помню. И, по-моему, лужи крови не было. Их продадут в рабство. Накоя? Я Аджана. Все объясню, когда вытащим людей из этой ямы. Да, давайте их вытаскивать. Ну надо же. Фига там Хоть шрама. одна из его молитв сработала. Ключ у меня. Я помогу остальным. Пойдем скорей. Эй, ты смотри, сколько шрамов у нее. Так, тихо, не падай. Сейчас, блин, водичку уроню. Поговори с Накоей. Она знает, что делать. А, ну она сама, короче, вас освободит. А больше не все, да? Нет нигде никого. Что, только трое? Эй. А, ключик мы ей, получается, ключи-то и отдали. Все. Как-то странно сейчас освещение сменилось, как будто было что темно. с тобой будут неприятности. Ах ты, Но тварь! в конце концов, наши усилия окупятся. Ладно. Конец уже наступил для тебя и твоих людей. Значит, в глубине души я все-таки была права. Он куда-то там сныкался, а вот куда я не пойму. Надо убирать. Все, минус. Ну давай, расскажи мне. Конец сказки. Но этот слишком легко отделался. Мой отец был охотником. Он учил меня, что убивать зверя всегда надо быстро. Ладно, надурил он меня. Как Заид сколотил шайку работорговцев? Вот эти вот подонки вместе с Заидом ходили в красные набеги. А это мы Новый знаем. король солнца выгнал их из армии. Но Заид как-то ухитрился выкрутиться и подыскал дружкам новую работу — зарабатывать на торговле людьми. Как ты попала в плен? Я хотела убить его сразу, но не вышло. Он отпустил меня, чтобы потом поймали другие. А потом? Он сказал, они продадут меня в рабство, как и всех остальных, кто попадается им в руки. Но спешить не стал. Каждый раз, когда здесь бывал, он бил меня. Видимо, я задела его гордость. Тяжко тебе пришлось. Ерунда. Правда? Заид мертв. Я была готова на все, лишь бы этого добиться. И добилась. Ну и то, что она его цепанула, он приходил ее постоянно дубасила, я его осуждаю. И это спасло ей жизнь, потому что пришли мы. Что будешь делать? Эти люди сидели в подвале долго. Чем хуже они выглядели, тем труднее Заиду было их продать.
Им нужна еда, отдых и надежда. Я позабочусь о них в Меридиане. Ты даже не попытаешься вернуться? А как же Джан? Матриархи меня не пустят. Да и все равно бы я не пошла. Горя не синим пламенем. Ну а Джан, я передам ему весточку. Буду скучать. Но пускай не волнуется. Мне пора идти. А что у тебя за история? Небось интересная, раз тебя сделали искателем. Если захочешь рассказать, отыщи меня в Меридиане. Я побуду там, пока остальные не встанут на ноги. А пока... Не, еще можно будет встретиться. Спасибо, что помогла мне избавить мир от этой гнили. Не знаю, может быть, теперь я наконец-то смогу вспоминать отца без боли. Возможно. Так, вот это вот все мое. Так. Зараза, вечно рядом с тобой. Упадет, а забрать потом не дадут. Да, и там еще двое валяются. Так, ну и все, нам, по крайней мере, к тому чуваку не надо будет возвращаться. Меня это очень радует. Так, задание, по-моему, все. Да, все, и нам надо сходить, одно задание забрать. Вот оно. Блин, я надеюсь, отсюда были вот эти вот крики «помогите». Это было максимально странно. Я сижу и говорю, неужели все, куха поехала? Если прикажут идти в бой, я готов. Даже за картой. Да, нифига, маск этот шлем какой. Кстати, сразу вот так вот скажу, потому что я же все вот эти вот фигурки и все прочее собирала сама. Прикольно было собирать фигурки Банук. Короче, их очень легко на самом деле найти по сравнению с цветами и всем прочим. Их очень легко было найти, когда видите вот такие рисунки на скалах. И идет это по типу, знаешь, стрелок. Вот там вот наверху, вот это. Это типа вот стрелка наверх. Ну, это вот в ту сторону. И вот это вот когда. Я не знаю, как его правильно назвать. Короче, вот эта тема, когда стоит, значит, там еще и значит, фигурка точно где-то там. Пользуйтесь. Так, мать, рассказывай. Искорка, я Джира, а это мой питейный дом. У тебя тут уютно. Что-то не так, Джира? Когда Форд открыл врата, мне рассказали, что мой муж пошел меня искать. А чего нашел ты он такая? сам не дошел, только весть. У тебя есть муж? Кендерт. Обставила его в рукоборье. Киндер. Ушла из жилы и от него ушла. Торговцы металлом видели его у моста рядом с проблеском. Подожди, что нажал ты такая? Посмотри на тело. Путешественница. Буду в той стороне, поищу его, но... Ты-то хочешь, чтобы он тебя нашел? Бывают ведь вопросы, на которые сама не знаешь ответа. Ну ладно, мне пора в форт за припасами. Удачи в странствиях. Какая-то она странная немного, не? Так, доберитесь до моста. Но это мы сейчас быстро доберемся. А вот и нужен был этот костер. Он пофиг, мы отсюда пойдем. Нам не сложно, мы люди не гордые. А я как раз тут открою. Возможно. Так, и... О! Админ на месте. И этот человек, называется, уехал в отпуск. Привет, родной. Не, отпуск это вообще, это тема. А ну-ка тихо там. А ну-ка тихо. Давай, не надо. А вон там знакомые лица, правда? Может, завалить сегодня одного? И те сами ответят, я думаю. Как они тут себя ведут. Вот тот мост, о котором говорила Джира.
Теперь надо поискать следы. Тележка. Столько людей прошло, что и не сосчитать. Но у того человека была телега. Так, подожди, а как долго она? А, отсюда, прикинь, только следы начинаются. Ну окей. Я даже в отпуске за вами слежу. Опасно иметь дело с тобой. А не, нормально, все. У меня умнички. Блин, у меня прям руки чешутся пойти этому громозеву пасть начистить. Там, правда, мелочь всякая. Он сошел с дороги? Дай-ка я вот это вот на всякий случай возьму. Очень странно. Что-нибудь еще тут есть? А что в корзине? Бутылка. Чьи-то пожитки. Кендерта? Тут разбросаны товары. И еще я вижу кровь. Либо он упал, либо... На него упали. Так, надо чуть-чуть похилиться. Много крови. Плохо дело. Пойдем. Но не должно быть далеко, по крайней мере. 16600 шагов. Немного прогулялись. Больше крови не видно. Самую малость. Наверное, он замотал рану. Подожди, точка сейва. Нет, я уже была. Опа. Похоже на сундук работы Азирам. Но хоть след хорошо виден. А чё в Надеюсь, сундучке? он в порядке. Не особо я, правда, след вижу. Вот единственное, чего не хватает... А, то, что эти припасы валяются. Все, поняла. А я думала, прям, знаешь, именно что следы, то есть... Ну, следы от ботинок. Блин, там еще громозев. Отстань, отстань, отстань. Так, ну что? Я поняла. Стоп. Иди сюда. Вы все вместе-то решили. Я тебе сейчас по рогам твоим надаю. Куда ты попала? Нужно его добить. Бум. По-моему, он сгорит сейчас. Но это не точно. Нет, это было 100%. Ребята, не рекомендую вам так делать. Это вот меня напрягает. Так, тот упал, по крайней мере. Просто 6 стрел и все. Он сгорит. Нет, этот сгорит у него. Видишь, даже огонь, он не отпускает его. А чё это мы не падаем? Я успею. И громозех-то хрен с ним, он бывает тоже еще то сцекло. Дома охотников
Нам надо сходить трофеи отдать. Кстати, правда, нам надо будет сходить отдать трофеи. Стой, стой, стой. Все, и минус. А, он прям упал. Хорошо. Они почему-то сюда особо не идут. Они, видишь, что-то тормозят. Вовремя я сказала, что они тормозят. Я на картонах сижу. Подожди, это же бизоны. Если мы сейчас сердечко получим, это будет очень здорово. Ой, блин! А мне еще прилетело, блин, за что? Все, минус. Там еще один бегает. Давай, иди сюда. Пойдешь, нет? А я сказала, пойдешь. Иди сюда. Просто со мной бы мог взорваться. Ай, блин! Хорош! Припасы закончились. Нормально и нет вообще. Так, а вот теперь пойдем-ка собирать. Сердце. Дело того стоило. Просто первый попавшийся. Нифига ты, мать, перескочила. Блин, а вот теперь по всему полю бегать их собирать. Так, нет у меня, иди отсюда. А, их двое, это как раз... Это как раз то самое место, про которое я сказал. Тут еще цветок был. Где-то. И вот 2 громозева. Но мне повезло. Я сначала с одним была. Там, правда, эти копьероги ходят. И еще коршуны откуда-то прилетели. На них наткнулась. Но один громозев... Ну, понятное дело, он пошел на меня, потому что он был ближе ко мне. А вот этот вот этот дружочек, я вон с тем была. Вон он. А вот этот вот дружочек, он, короче, вот сюда что-то в горе ушел. Он прям, ну, типа, знаешь, как испугался. И он такой, не-не-не, я не пойду. Но вообще у меня была мысль одного громозева приручить. И он бы, по идее, завалил бы того. Я, правда, опыт бы за него не получила. Но сам факт. Кто-то кого-то бы наверняка завалил, и мне, соответственно, один громозев бы остался. Но мне не повезло, мне пришлось биться с 2. Зато опыт набрала. Как-то так. Короче, имейте в виду. Подожди, здесь тоже лежит. Офигеть, они тут по всему полю разлетелись. Но это плюс бабло, кстати. Ресурсы. Надо бы, знаете, что еще прокачать? В навыках, чтобы сумку для ресурсов увеличить. Потому что как-то, ну, залезть. Бочка. И пахнет как будто... Да, как у Эренда изо рта. Азерамская брага.
Она скатилась сверху? Ну, суть по всему. Вот и где? А, вот он. Заныкался. Ну, конечно, когда тут стая бизонов ходила, еще и 2 громозева лазят. Хочешь не хочешь, тут сныкаешься. Как Ну, же я здорово. рад тебя видеть. Ты Кендерт? Я подруга Джиры. Этого Олина Да. напомнил. А я муж Джиры. Она узнала, Прикольно. что ты пропал. Сказала мне. В чем дело? Я пошел за ней. Налетела песчаная буря, хотел укрыться, да не вышло. И вот я красный, как жрец Карха, а по моему товару топчутся бизоны. Таким дураком себя выставил, нарочно не придумаешь. Но, может, ты подберешь мои бутылки? Бизонов Те нет, бутылки, иди собирай. вокруг которых ходят бизоны? Я не гордый, простой бражник, и, может, бутылок 5 этой браги Джири будут дороже меня. Не говорить, что бизоны отреспаунились. А, нет. Сейчас было бы забавно. Прям очень забавно, если бы они здесь были. Знаешь, как этот... Господи, как эта фигня называется? Скрипт сработал бы. И типа по заданию тебе надо сначала с бизонами разобраться, а потом, ну, собрать бутылки. Нам повезло, ладно. То это могло бы мне как бы ошибочки мне стоить. Повезло. Так, и последнее. Чё я должна была? Вон я тебе их убрала, сходил бы ты бы и собрал бы свои эти бутылки. Я чё он тут? Доставщик, что ли? Охотница, спасибо. Отборнейшая брага озерам. И в стужу тебя согреет, и шестерни хорошо прочищает. Да? Что ж ты пошел, не подготовившись? Зачем? Ну вот как бы тебе объяснить? От любви. Когда жена собралась уйти из жилы, я обратился к старейшинам. Тебе их ответ точно бы не понравился. Заинтриговал. Нет, я и так уже вырыл себе яму размером с громозева. Зря я сразу не пошел с ней. Это я уже понял. Может, еще не поздно. Она сейчас в солнечной башне. Удачи. А, верните к Джири, ни хрена себе, сколько бежать. Зачем бежать? Правда, пожалею, тебе их мало? Это уж, по-моему, нормально. Типа 77. Да, слушайте, это всегда все можно купить. У нас денег-то, будь здоров, сколько. Согласился сегодня отстоять смену забора. Так, подожди. Как-то даже с какой-то стороны непривычно, что здесь идет снег. А, вот он. Искорка. Не видала моего-то? Я его нашла. И думаю, вам с ним будет о чем поговорить. Выбери день, знаешь, как будто Я постоянное люблю лето. байки. Ну, хотя И тут граница. выпивку. Потому дело и спорится. Все это будет. Кендерт хочет быть с тобой. Он жалеет, что внял словам старейшин. В жиле бабы знают свое место. Их слова. Это солнце Карха припекает им мозги и внушает мысли. Это... Племя. Нельзя держать зла. Так с ума сойдешь. Мой дурачок. Как мне тебя отблагодарить? Здесь всегда найдешь полную кружку. О! За это от души, мать! Коробка с щедрой награды. А ну дай-ка посмотрим, что у нас тут вообще есть. Пойдет. Вот он, азартный игрок, 6 осколков. Ну там обычно фигня какая-то попадается. Надо продать будет.
Это быстрое перемещение. Он мне не нужен. И вот так внезапно у нас картинка меняется. Ребят, просто потому что стрим у нас был аж целых 3 часа, и вроде бы казалось, сейчас будет конец, но как-то все и продолжается, и, в общем, там записал все в одну серию, и не хочу я сделать вот эти вот футажи стоп-паузы, вот это вот свой голос вставлять, я лучше запишу вот так вот, да. Значит, что я тебе хочу сказать? Да просто тебе спасибо, что посмотрел эту серию, дальше там мы еще... Короче, мы еще дальше проходили, обязательно это все вы сможете увидеть. Вот во второй половине дня, вот в 4 часа по Москве выйдет серия. Поэтому welcome, как говорится. Ну и не забывай подписываться на наш канал, потому что сейчас вот я, да, в отпуск сгоняем, постараемся Horizon до отпуска пройти, и потом приеду, мы с вами дальше будем проходить. Ну, почему? Потому что вот нравится, да, нравятся игрушечки мне. Вот, поэтому тебе просто, как всегда, я желаю удачи. Поосторожнее сейчас будьте в жару, надевайте там эти панамочки, шапочки, эти косынки, ну и, короче, вы поняли. Вот, и просто в следующей серии мы с тобой увидимся. Давай, пока.